Всем привет! Меня зовут Аня Куцеволова. Сегодня у нас очень интересное видео о том, куда должно смотреть окошко в модуле. Что такое окошко? Это дырочка. То есть дырочка, куда должен смотреть, вверх или вниз. Это вообще, не знаю, наверное, топ-5 самых частых вопросов в директ мне и вообще на мастер-классах от мастеров перманентного макияжа. Куда же должно смотреть это окошко и на что это влияет? И влияет ли это вообще на что-то? Сегодня мы это разберем. Поехали! Я взяла несколько самых распространенных видов картриджей и хочу показать, что они все немножко разные. Первый у нас картридж Envy Nano. У него есть окошко. Но есть такие картриджи, в которых нет окошка. Например, картриджи Vertex. У картриджа Vertex два окошка, и они оба расположены не на вот этой пластиковой штучке на носике, а на самом картридже. Смотрите, два штучки. Дальше, следующий картридж у нас Quadron. У Quadron большое окошко. Одно. Вот у нас сверху. И еще один картридж. Это Defender. У него тоже есть окошко, очень маленькое, такое вот здесь вот на пластиковой штуке. Одно, тоже одно. Почему же так? Почему же на некоторых картриджах оно одно, на некоторых два, где-то они в другом месте расположены и так далее? Начнем немножко с истории, с чего это вообще начиналось. Изначально, когда только придумали картриджи, делали большую дырку для того, чтобы вливать туда пигмент. Вливать, вот прям капельно, брать баночку и вливать. Я не шучу. А некоторые аппараты до сих пор настроены именно на такую работу. Например, аппарат Long Time Liner. У них есть железный носик, либо картридж, в который нужно капать из пипетки пигмент. Расход пигмента в таком случае, конечно же, меньше. То есть мы капаем ровно столько, сколько используем. Все. И когда у нас закончился пигмент, мы капаем еще и красим дальше. В чем неудобство? В том, что нужно оборачивать, заматывать пигмент, потом его обрабатывать, потому что мы не можем каждый раз снимать перчатки и без перчаток капать их в носик. То есть это несколько затрудняет работу именно в плане действий каких-то лишних. А все остальные картриджи сейчас уже сделаны таким образом, что мы просто макаем рабочую машинку носиком в пигмент, вот в такую капсу, набираем пигмент, достаем машинку и начинаем работать. Исторически как раз-таки вот заложена такая работа картриджа, чтобы в него капать пигмент. И плюс еще у некоторых картриджей сделана конструкция таким образом, что этот носик должен быть всегда направлен вверх. Почему? Потому что картридж состоит из не только этой дырочки, да, вот у него сама эта основа, там внутри у него игла. И эта игла касается как раз-таки нижней стенки носика. И вот здесь в своем основании, вот прям на кончике, есть такой срез. И вот этот срез, он как раз-таки идет наискось, и по самой длинной части должна ходить игла. Так вот, игла всегда ходит по нижней части, по самой длинной части носика, а там, где срез идет, игла не касается вот этой верхней стенки носика. Соответственно, если мы перевернем картридж так, что носик будет смотреть вниз, игла будет касаться верхней стенки носика, пигмент будет стекать по нижней, и подача краски будет хуже, чем была бы вот в таком состоянии. В таком состоянии она в конструкции, скажем так, правильно сделана. Но все мы знаем, что многие мастера работают максимально перпендикулярно по отношению к коже. Что значит перпендикулярно? Перпендикулярно значит вот так. Если вы работаете перпендикулярно, строго перпендикулярно, вам все равно, в какой стороне ваш носик, будь он сбоку, будь он сзади или еще где-то, у вас всегда будет по краю носика, которого касается игла, где у них трение совершается, у вас всегда будет стекать краска, и это не влияет. Если же вы работаете машинкой немножко на себя вот таким образом, то дырочка должна быть сверху, потому что если мы перевернем ее вниз, у нас краска будет стекать не по той стороне, по которой движется игла. То есть нам нужно учитывать вот это. Если же у вас модуль вообще без этих дырочек, и на самом деле непонятно, с какой стороны касается иголка стенки, то вы можете работать как угодно. То есть вот с таким модулем Vertex можно работать как угодно, и
нет никаких определителей того, с какой же стороны должны быть какие дырочки. То есть просто работаете, все. Я много раз слышала, как мастера перманентного макияжа рассказывают о том, что вот эта дырочка в модуле влияет на штрих. Так вот, они говорят там какие-то вещи, что-то типа, если мы держим дырочку вверх, то у нас более мягкий штрих, потому что иголка пружинит, если наоборот, то он более жесткий. На самом деле, может быть, в этом какая-то доля правды и есть, но исторически эта дырочка сделана совсем для других вещей, и все обстоит именно так, как я вам вот сейчас рассказала. Сейчас мы проверим, как наш штрих будет отличаться или не будет, если мы изменим направление дырочки. Сначала мы поштрихуем с дырочкой, которая смотрит вперед, то есть вверх. И следующий вариант, посмотрим, как будет выглядеть наш штрих дырочкой вниз. Ну, у меня сразу сложилось впечатление, что краска поступает хуже, потому что перевернута иголка, точнее перевернут модуль наоборот, и иголка касается верхней стенки носика, и краски выходит недостаточно. То есть, смотрите, здесь гораздо как бы ярче визуально прокрас, чем во втором варианте. Сейчас я протру, еще посмотрим на сам пиксель. Визуально штрих тоже немного отличается. Здесь он в первом варианте мягче действительно получился, то есть есть какая-то доля правды в этой теории, в этом мифе, не совсем он и миф, да. Вот, немножко мягче, растушевка лучше и нежнее получилась, чем здесь. Здесь пиксели как-то немножко грубее, плюс краска поступала хуже. Но в общем и целом, как бы принципиальной разницы в работе на человеке, скорее всего, вы не обнаружите, потому что в моменте работы мастер часто, не задумываясь, поворачивает это окошко в разные стороны, берет машинку там, и она у него сама разворачивается в разные стороны, потому что когда у нас машинка пенообразная, мы не всегда следим за тем, куда эта дырочка смотрит, потому что если мы возьмем аппарат по типу Direct Drive, где мотор отдельно, то там у нас всегда модуль вставляется так, чтобы окошко было вверх, потому что он как бы может смотреть либо вверх, либо вниз. В бок он не может смотреть, и вы уже по направлению мотора можете это определить. В пенообразных, скорее всего, нет. Плюс сейчас много картриджей, которые практически конструкционно не влияют сильно на то, куда должно смотреть это окошко. То есть вы можете работать так, как вам удобно. Но именно исторически вот оно должно смотреть вверх, это будет правильно. А там уже как вам удобнее работать, смотрите сами, потому что мы всегда стараемся работать максимально перпендикулярно, и нам, в принципе, все равно, как стекает краска, потому что машинка у нас под 90 градусов. Вот и все. Спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайк, пишите комментарии, если есть какие-то вопросы, и увидимся на следующих видео, обзорах или в следующих видео. Пока!